Привет. Ой. Сейчас подождем народ и будем начинать. Короче, думаю, все. Наверное, все здесь. Да не то подойдет. Так. Чего тут происходит? Начали с самого начала с дома. Я вас жила тут до 11 лет, и в половину комнаты меня не пускали. Я просто чего? Это награда сетки, но похоже, я была не первой через... так, кто через них? Мой брат пропал, было 4. Мне кажется, просто поглотил. Так. Управление. А все это все. Я жила тут до 11 лет, но в половину комнаты меня не пускали. Миленький домик. Ты... В почтовом ящике нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Что я могу взять? Ничего пока не понимаю. Привет, Никит. Привет, Скорбь. Мне кажется, играл в эту игру. Ну, значит, будете мне подсказывать. Так, я не была здесь на похорон моего брата. Что-то как-то открывается хрень. Ой, блин. Походу, я могу туда попасть. Мать оставила мне так, вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает. Может, она думала, что я сама догадаюсь, или считала, что... Так, где что-то? Сметаны хватит, чтобы я решил вернуться. Нам вниз или направо? Подождите. А дом-то в какой стороне? А вон дом. А это что такое за дорога? Давайте пойдем окольными путями. Мне кажется, я сейчас подскользнусь и упаду куда-нибудь. Нет. Что это? Я не вижу.
Какая книга? Правда, в том, что я даже получив дом наследства, я не думала сюда возвращаться. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, и ответы знал только дом. Что-то как-то жутковато, нет? Никита, если ты играл, в чем вообще смысл? Тут, ну, как, просто спокойненько все или что-то спокойненько? Так, в лесу вокруг дома всегда царила какая-то, я не читала, она словно хотела что-то сказать, но никак не решался. А, короче, блин, я не понимаю. Так. Ничего интересного. Я так понимаю, нам надо в дом идти. Хорошо. Какие-то листовки. А, ну кто-то пропал, короче. Я понимаю. А вот мы могли, короче, пойти по нормальной дороге, либо по лесу. И все равно вышли к дому. Ну ладно. Мы не ищем легких путей. Дом был точно таким, как я его запомнила. Каким он мне снился. Хера себе домик. А, это... Ой. Это что такое? Тут, короче, блин, шифтовать нельзя, я понимаю, это только приближение. Однажды я так спросила Эдди о драконе. Мне было 6, и это звучало страшно. Шутка. Какой-то шрифт я вообще не умею. Так. Ничего нельзя потыкать. Блин, все ускориться хочу. Так, да, это именно та игра, тебе нравится 100%. Книга, надо типа. А, ты имеешь в виду вот это, что ли? Ладно. Смотри, какие можешь проверить. В смысле не могу проверить? Чего не прям проверить? Детство дома вызывало у меня тревожное ощущение. Никогда не могла подобрать слов. Тут паузы нету. Теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, что это было за чувство. Дом меня пугал. Да блин, такой дом кого хочешь напугает. А, и там бабка? А нет, не бабка. Ой, все. Ой, как жутко. Дом просто где-то посередине леса еще выглядит настолько жутко. Кошмар. Ё-моё, блин, куда ты полезла? Сохранение. В 11 лет пролезть через эту дверцу было намного проще. Электричество включили в ту ночь, когда мы ехали. Боже мой, я думала, она откроет дверь, она полезла в эту дырку. Что вообще стоит ожидать-то? Я не знаю, это просто как там, ну, блин, смотреть или какие-то моменты будут. Я даже не посмотрела, в смысле, ничего. Ну смотри, тут просто... Я про ускорение, тут смотри, управление и все. Тут, блин, 3 варианта управления, и все, больше нет вообще ничего. Типа там на какие клавиши двигаться, всякое такое. Ничего нету.
Привет, Кирилл. Так, что такое мне пишет? Впервые за несколько лет. 2010 год. Я чувствовала себя дома. Правда, семья стала столько в воспоминания. Так, ну-ка. И что такое? Скажем о том, что только один ресторан соглашался делать доставку в наш дом. Какого хрена? Быстро так пропадают эти гребаные буквы. Да я не хочу. На вид совершенно обычный дом, но его просто слишком много. Так, будто улыбка. Ошибись, я дочитала. Ай, ладненько, мы тебя поняли. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Так, мама вовсе не была оптимисткой, но никогда не теряла веры, что мой брат жив. И что такое? Много чего осталось от того бурного исследования. И что, сосиски? Ого. Ого. Так, ладно. Сюда сейчас вернемся. Ну, хрен я боюсь. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara. Так, продержка сделала для Бабы музыкальную шкатулку, как все, как все остальное в доме. Да, наверное, в доме. Мама строго-настрого запрещала мне даже заглядывать в подвал, так что меня ничего не удивило. Чего-то там. Ой, что-то она сама закрылась. А дверь-то как открыть? Типа нужен ключ. Все, я поняла, я думаю, это тот ключ. От этого. Ух ты, блин, прикольно. Ого. Так, самая история была даже у камина. Эдди рассказывала, что на него пришли. Да блин, ну зачем вы так быстро пропадаете? Тут же, блин, не отойти, не почитать даже. Вот есть проем какой-то. Блин, все ничего, вот на первый взгляд, но я не вижу, где эти буквы появляются. Так, на столе был тут беспорядок какой. Наверное, был раньше, я не знаю. Не могу, эти буквы очень быстро пропадают. И не с первого раза я вообще вижу, где они находятся. Где их, собственно, читать надо. Так, будто взорвались, так, которые... Да ну нахер. Edith told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Что каждый из королев живущих Финчей. Вот сейчас дочитаем. Так, будем где-нибудь в библиотеке. Ясно. Ну все, давай назад. Хватит. Посмотрели, хватит. Почему она запенена так? After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Мама заперла все спальни после того, как пропал Милтон.
Так. Приветик, что это за игра, в чем суть? Привет, название игры прям на стриме написано. А в чем суть? Я только начала играть, я не знаю. Я так же, как вы, первый раз ее вижу в жизни. Отметку Эдди. Так, просверлила дверные глазки. Эдди, кто такая Эдди? Это что за хрень? Молли. Мне всегда казалось, что мы с Молли стали бы подружками, только она умерла еще в 47-м году. Молли. «37, 47, 10 лет. Ты ни хрена себе. Ой, мама. Я часто играла в комнате двоюродного дедушки Уолтера. Наверное, мама порой жалела, что не заперла ее. Офигеть, как красиво. Прям как будто настоящее. Эдит вроде бабушка. Может быть, мама. Нет, там просто было, что типа мама все двери закрыла, а Эдди, короче, просверлила эти замки. Он рассказал мне о потайных ходах, но я ему не верила. Опачки. Может быть, мама тебя будет. Если мне будут рассказывать, блин, о всех членах семьи так же быстро, как пропадают эти субтитры, я просто охренею. Как выяснилось, моя мама хорошо умела хранить секрет. Теперь настало время узнать, чего же так боялась моя мама. Полезли. Эдди, бабушка. Отлично, мы хоть в чем-то разобрались. Так, по рисункам на стене было ясно, что до меня здесь была мой брат Милтон. Офигеть, вот прикиньте, так вот в собственном доме тут такие потайные комнаты, о которых особо никто не знает. Тут всякие игрушки, такая тема прикольная. Жуть. А так я не знала, что за этой дверью. Так, я не знала, что здесь. Я вообще понятия не имела, к чему все это может привести. Привет, Алька. Вот Молли, которая в 10 лет умерла. Фига себе, свисточек. Совушка какая красивая. Так, мне кажется, я тут просто каждую комнату буду так долго рассматривать. Так интересно. Молли. Блин, офигенная детская. Вообще. Так, в детстве я часто заглядывала. Теперь, оказавшись внутри, я чувствую себя так, будто шагнула в картинку на стене. Есть такое. Чуть поярче вроде. Ух ты, как красиво. Блин, вот бы у меня была такая в детстве комната. Офигеть. Вот это красота. Вид за окном красивый. Прям завидно. Я чувствую, что Эдди проводила тут... что как моя мама заперла дверь. Блин, 10 лет. Девчонки было. Офигеть. Молли. Так, 13 декабря. Дорогой дневник, меня скоро не станет. Но я хочу рассказать кому-то, что произойдет. Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина.
Я проснулась очень голодной и начала искать, чего бы съесть. А, хомяка, что ли, нам надо съесть? Корм для хомячка. Корм для хомячка совсем высох, но я еще и что-то там пожевала. Понятно. Он хоть не какашечки или что такое, зернышки. Конечно, что такое. И что, тыква? Конфет с Хэллоуина уже не осталось. Это вроде самая интересная история. Мам, мне уже можно выйти? Малышка, я уже поздно, ложись спать. Окей, окей. Раз. Я ни жопы не вижу. Ужас. Мы что, будем пить ее оттуда? Я все ела и ела и ела. Это что? Зубная паста? Еще было? Ну блин, а что, вкусная зубная паста? Я тоже ее ела в детстве. Все, пока все логично, все нормально. То я очень много чего съела. Они же пластмассовые. Я тоже любила ее в детстве. Ой. Так. Короче, я ела, даже съела эти пластиковые шарички какие-то. Он хоть с толчка не попила. Дальше что? Тут я услышала за окном чириканье. Я сожрала птицу. Так, эта ласточка возвращалась в свое гнездо. Я потянулась к ней. И нахрен выпал из окна? Нет? Я вдруг... Ладно. Ой, ладно. Я не... Я была осторожной, но птица очень испугалась. Иначе все может быть. Так, мама с папой меня даже не заметили. Ну, как она порчит. Офигеть можно. Ой, дальше куда? Что-то шуршит. Птицы давно улетели. Птицы давно улетели из своего гнезда. Я прыгнул, почти поймал ее.
Она уже начала уставать. В смысле? Теперь я залезла еще выше, короче. Но сейчас мне надо было поймать эту птичку. Блин, такая там прелесть. Еще кошки никогда не было. Я съела ее. И вдруг я стала собой. Сначала был только ветер, а потом я слышала, как так в траве что-то там, мышка, наверное, по-любому. Да, походу она объелась зубной пастой и какая-то наркомания просто пошла. Блин, ну пока мне нравится, в принципе. Ой, зайцы. Я сейчас кролика схаваю. Я смотрела на него и представляла, как он так видит меня и мои когти. Я проглотила его целиком. Да что ты, целиком. И полетела искать добычу побольше. Куда уж больше-то. Ладно. Полетела. Большая зайчиха. Дура такая же. Я едва подняла ее. Давилась и все равно не могла остановиться. И вдруг я стала акулой. Походу я поняла, что надо делать. Ну не, бывает прям какая-то убогая наркомания. Ух ты. Есть хотелось еще больше. Ой, нет, вниз, давай, вниз. Я хотела толстого жирного тюленя. Почему его съели? Нет? Мы скушали? Чуть не поняла. Да ты что? Че, сожрать не могу, что ли? Да ты... А как его кушать-то? Чуть не понимаю. Да ёшкин кот. А, вот все. Я откусила ему плавник, чтобы он... А, и он был очень вкусный. Да ё-моё, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Так, охота, 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 охота. Я схватила намертво. Я была такой голодной, что выпрыгнула из воды. Когда я открыла глаза, все изменилось. Так, подождите. Походу, жесткая паста была. Угу. О, какая красивая. Фига себе, видали? Хуш. Хуш, 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 хуш.
Так, а че я ему могу после? Теперь я стала чудовищем и чуяла людей. В смысле чудовище? Я просто змейка. Змейка — это не чудовище. Я всего лишь красивая, склизкая змейка. Я была большая, но двигалась очень тихо. А как мне выше подняться? Хам-хам-хам. Это типа змейки, да, что-то. Хотя... Чего я не вижу буковки? Обратите в позор кинжалом. Опа. Ням-ням-ням. Не, ну если бы была бы обычная история, это было бы не столь интересно. А это интересненько. Не-не-не, сюда. Ладно. Что ж, какой хвост неуправляемый у меня? Или голова? Люди кончались, но я все равно хотела есть и почуяла что-то новое там вдалеке. Туда я и поплыла. Так, я полезла по песку. Так, и приятный запах завел меня в старую трубу. Сейчас я вылезу в каком-то толчке. Да ну нахрен, серьезно? Просто вообще мастер. А, ну это я в своем туалете. Я была уже близко. Подожди, я сама себя сожру? Всех моих животных крутила и урчала. И вдруг я снова стала собой. Но ничего не слышала. Думаю, она ждет, пока я усну. Но долго она ждать. Я об этом знаю, что я буду очень вкусной. Короче, меня сожрала какая-то неведомая херня.
I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edith would have. Я знаю, верила во все это. А так или не верила, не знаю, что было написано. Ребят, как вам игра? Сохранение. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its На own комоде была even tinier крошечная gerbil cage. спаленка, и в ней даже миниатюрная клетка-лягушечка. I can't describe it, but Трудно объяснить, что у меня так возникало такое ощущение, будто Молли все еще здесь. Пошла под кровать. Опять туда надо, да? Или чего? Так, ну-ка, подождите, что мне надо. Позднее это станет очевидным, но моя мама никогда не рассказывала мне ни одной, ни один из этих историй. Эдди рассказала бы, но мама не хотела ворошить прошлое. Впрочем, когда мы приютили бродячую кошку, именно она решила назвать ее Молли. Наверное, бабушкина. Я проводила много времени в комнате. А, прабабушка Эдди. Все понятно. Ну да, есть такое немножко. Но вроде интересно. Нет, я на трезвую голову, так что нет, так что нормально все. Льюис умерла неделю до нашего отъезда, но Эдди уже пыталась... А так... Чего я не поняла буквы? Какие шляпки? Рассказывали так о том, что Свен убил дракона, и Эдди имела в виду, что так правильно. Even in her 90s, sometimes Edith seemed a lot younger than my mother. 90, но порой оказалось, что она гораздо моложе моей матери. Her room was like a museum. Ее комната была как музей. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Богатством и несчастьем. А как это делать? Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, последних животных Johan. Семейного проклятия. Мне кажется, ли у меня в глазах двоится? А, и свою жену, понятно, и новорожденного сына. On January 7th, 1937, так, 7 января. Ну ж какие мерзкие буквы, я не понимаю, что написано. Была родня прямо вместе с домом. Пускается дальнее плавание, надежде оставить. Проклятие позади. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Вашингтона, 12-метровые волны прибывают, отправляют дом из самого, блин, Один, морское дно. Короче, это жесть вообще какая-то. Энди, дочь Один и муж Свена, малышка Молли выбираются на берег своего нового дома, я, наверное, так поняла, острова касаток. Я реально не вижу никаких букв. А здесь фильм становится первым, которого так хранят на новом семейном кладбище.
Что с ним случилось? His daughter Edith is already dreaming Так, of тем the временем Finch его дочь house. Эдди уже мечтает о новом доме Финчей. Так, уже полвека смены сфер. А, все. А, как? А, назад давай. Нет, хочешь назад, 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 назад. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Так. Не закрывай ты эту книжку. Сохранение. Это что такое? О, ни хрена себе. Ух ты. Какой мякиш. The only trace Grandpa Sam's first wife Так, Kay где, left on the где? house was the pink bathroom. Кей, первая жена дедушки Сэма, оставила в доме один единственный след розовую ванну. Впрочем, это был очень заметный след. Блин, розовая ванна, какая она прикольная. Хм. Это очень хорошая задумка. Блин, маркировка классная. Ладно, не в этом. Так, на Моссиде, походу. Ладно, хрен с ним. There's a secret in this bathroom. Так. Есть секрет. It's in the last place you would look. Он стоит. It isn't in the cupboard. Не надо лезть с ним. It's hidden in this book. Он спрятан в этой книге. Да серьезно? Жесть какая. Ну это уже стрёмно, мне кажется. Sven gave Sam an old camera he'd Передал Сэму refurbished. старый фотоаппарат. Сэм поремонтировал его, почти не упускал из рук. Понятно. Метло. Ух ты, еще одна классная комната, какая красивая. С ума сойти. Красотища. I knew Grandpa Sam had a twin. Я знаю, что у Дешкин был брат-близнец. And that he never talked about him. Так. Не говорит даже о том, что сам дедушка никак не... I guess my grandpa didn't like history any more than my Я mom думаю, did. так, дедушке такие истории понравятся еще меньше, чем маме. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember Да вообще, это выписывание прохода. Вот уже помню, приняв решение никогда не... Чего делать? My brother said he'd die before he ate another Однажды он nut. сказал, что скорее умрет, чем еще раз попробует грибы. Так и было. Какие грибы?
На похоронах Барбары мы поклялись, что никогда больше не будем бояться. И он не боялся. В смысле, я раскачаюсь или нет? А, вот. Я всегда мечтала взлететь. Я чуть сначала лечу там на. Обедать. Уже идем. О чем пошел, а мне нельзя? Ой, у меня сейчас уже голова закружится. Один наконец-то решился. Сейчас плечо, смотрите. Я говорил ему, что не выйдет сделать полнооборот. Скажи, это кто знает. Не будет такого сильного ветра. Может, все еще был бы с нами. Хотя сомневаюсь. А, мне полнооборот надо сделать. Ну, тогда он уже принял решение. Ну, таким я хочу помнить своего брата. А, типа он крысуши хотел сделать. Ушки. В тот день, когда он решил летать, и полетел. Ой, не могу, у меня аж башка чуть не закружилась. Когда я была младше, я чуть не делала в точности то же самое. Понятненько. После похорон Эдди огородила веревкой до половины комнаты, где жил. Где он жил, короче. Мама рассказывала, что дедушка сам пошел в армию, только как только ему исполнилось 18, никогда больше не входил в эту комнату. Офигеть. Это класс. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands than bellies. Блин, а там что? О боже мой, это что? Нет, не хочу сюда. Хочу пока сюда сходить. Непонятно. Mom must have locked the third floor stairs. Мама заперла лестницу. Ну, понятно. Кто там вообще пипец? Просто влезаешь в топ-салон, то есть под шкафа. Здесь я всегда представляла себе Барбару звездной девчонкой. Да. Барбара.
Так, нет, я нечаянно, ребята, простите. Ой, так. И никто не задумывался о том, что так как труднее пришлось после такой популярности. Какой такой? Happy birthday. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edith saved this one. Так. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it the surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Звезда Барбара прославилась своим криком. Она вышла в тираж уже к 16 годам. Присутствовать ей предложили исполнить свой фирменный крик на местном слете любителей ужастиков. И это было именно то, что смогли. То, что смогло оживить ее карьеру. К сожалению, ее крик с возрастом подпортился. Могло быть лучше. Но тебе просто нужен хороший стимул. Однако не успел Рик загорящий так. Какой никак не еще был фактор разгорелся мой друг. О, какой классный вопль. Это был Свен, отец Барбары. Он сунул руку под курятку и его привезли в больницу. Присутствует и присматривается за младшим братишкой Уолтером. Может, с ним пришлось отложить. Что ж, я слышу, так скорее, возражение You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Я сказал, почему это дверь продает, потому что папа обожает ломки. Ключ спрятан в музыкальной шкатулке, секрет, в чем крутишь ее, крутишь, пока не выскочит ключ. Спасибо, милая. Прошло 20 минут, и Рик так и не вернулся. Барбара пошла его искать, что и требовалось. Подошла к музыкальной шкатулке. Пока вертела ручку, прислушалась, не возвращался Рик, но он был тихо. Мы должны идти, что? Нашла костыли Рика. Приготовилась к худшему. Барбара наблюдает за действием, как любит с крюком, который потерялся всю свою семью. Старых родителей. О боже. Barb, relax.
Не успокойся, Барбара, хотел напугать тебя, чтобы ты вспомнила свой крик. Но я не напуганная, я в ярости. Так веди себя как человек в ярости. Так что я вижу, что ты расстроена и... Она выставила его за дверь, но сохранила сувенир на память. И Барбара видела ему прикости. Она так и заснула с ним в руках, когда смотрела вечернее кино. Шли часы. Уолтер, что там такое? Бегу. Так, короче, бежим к нему. О боже мой. Уолтер, ты здесь? Уолтер исчез, но радио у кровати еще работало. Полицейские консультанты сообщают, что это высокий мужчина с стальным крюком. Вместо руки жителям следует запереть все двери и окна. Барбара обернулась и увидела человека с крюком. Ах, я потерял Давича. Щелк. Ты не был, не собирался. А кто бы не был, он Барбара в покое. Ладно, Барбара. Должен быть другой выход. Ту ночь она играла свою роль безупречно. Приветик, приветик. Он упал. Он не шевелился, но она чувствовала, что это, возможно, еще не конец. Человек с крюком исчез, она напугалась, пыталась. Ёб твою мать. Она слышала шепот. Звук шел из глубины дома. О боже. Мочи всех. Сюрприз! Барбара, Барбара, ты великолепна. Мы тебя любим. Монстр устроили ей сюрприз. Это была заветная мечта Барбары. А потом она вгляделась в них и вдруг поняла, что теперь будет. Она станет очень известной. И последним своим вздохом Барбара Финч исполнила самый лучший в жизни крик. Меня там не было, но по слухам Барбара была великолепна. Бедная девушка, она мечтала стать звездой. Но ее поклонники уже предельно вкусны. Разумеется, полиция свалила все на бездомного Рика, который той ночью пропал. Как же малыш Уолтер?
Он все еще прятался под кроватью. Он тяжело пережил случившееся, но это уже другая история. Что-то Барбара, все остались так. Уместилась в музыкальной шкатулке ее ухо. Короче, ухо хочется. Ухо хочется. А, понятно. Edith told me all Barbara wanted was to be remembered. Нет, это практически начало. Сейчас только прошу. Эдди говорил, что Барбара просто хотела, чтобы ее помнили. Как бы не помню. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Походу, маме. Понятно, почему маме не нравилось, когда я играла с этой музыкальной шкатулкой. Whenever people ask me about my family, когда мне the first thing they always want to know about is обязательно спрашивали о Барбаре. Ладно, давай, иди спать. My grandpa Sam spent 7 years Мой sharing a дедушка room на with his протяжении dead 7 лет brother, делал комнату своим. Calvin. Своим моим мертвым. Нет. Вот тут мы были, а тут мы... Так, а здесь мы были? As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Здесь мы были, здесь мы тоже были. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Не находил ключа подвала. Ну, сейчас мы пойдем в подвальчик, походу. Так, я что-то не помню, где она. А вот и ключ. Привет, удачно. Спасибо. И тебе привет. Егорушка, как твои дела? Давай рассказывай. Mom said the basement was off limits. Мама говорит, что подвал это запретная территория. Без не хочу. Уколов от столбника. I saw Edith sneak down to the basement once. Подожди, где прокрадывается в подвал с какими-то пакетами. Пакетами? I thought maybe she was hiding presents. Я думала, что она прятала там подарки. Turned out she was hiding a lot more than that. Что случилось? Что такое? Кажется, скрылось нечто большее. I remember asking Mom once about where Walter Помню, had даже gone. спросил маму, куда делся Уолтер. She said after Barbara died, he got as far Она away as he ответила, could. что после смерти Бабы он решил идти очень далеко. Ну, понятно. If there's a pattern in all these stories, Если у всех история есть что-то общее,
Тихо, стой, короче, что вообще? Думаю, что никто нас далеко не ушел. Непонятно. Уолтер. Прощайте. Поверьте, могу, что я пробыл тут 30 лет. Что случилось, Пишу? Что фигово-то? Перед тем, когда началась тряска. Если не слышно, хотя бы неделю. But after a few days, I settled into a routine. Через дней я вошел в режим. That's what kept me sane. Это помогло мне сберечь рассудок. Having a schedule, living for today. Четкий режим, жизнь по расписанию. I always expected to be dead Все tomorrow. время так создавалось, что завтра могу не выжить. But if you wait long enough, you Но get used to если anything. ждешь достаточно долго, к всему привыкаешь. Even a monster on the other Даже side of монстр the по door ту сторону starts to двери feel становился normal, привычным. almost friendly. Чуть ли не родным. Какой еще монстр? And then one day, everything just Но однажды stopped. прекратилось. Whatever that thing was, Почему it was gone. так, чем бы это ни было, Maybe она it got исчезла. tired Может, of она waiting. устала ждать? Or maybe I just got tired of being Или я afraid. устал бояться? Короче, девушка раздел, когда меня видел подъезд. Говорю, что сегодня поднялся, то такой. Все, то что? Как-нибудь. Не нужно. Ой. То же самое, когда тут некоторые называют женщины, вот то же самое. Так сидишь, думаешь, я что, настолько старая? It's been a week now, the longest in 30 years. Так, прошла уже неделя, самая долгая. I'm done waiting. Хватит ждать. I have to leave. Well, I still can. Так. Мне нужно выбираться, пока могу. Иди в попу. Я не женщина. I know it's out there somewhere. Если я женщина, то ты вообще дед, блин. И с бородой, и без бороды. Whatever killed Barbara. То, что было Барб. Идите, блин, нафиг. И Молли. And Calvin. И Келвин. И Келвин. Келвин. Maybe this is all a mistake. Так, может быть, все это была ошибка. But I need to stop living the same day, В смысле? even if it kills me. Блин, на 10 лет. Ну что, 20. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. 10 лет, блин. 20. I'm going to 29. appreciate all Всем of it, офигели, что ли? especially the food. Я благодарен I за don't все, mind особенно if за I only еду. have a year left, Я согласна на все что угодно, даже если у меня впереди еще 1 год или месяц. or a single week. Или всего неделя. I'd Или be 1 happy день. with one new thing. Я бы даже... I
Уже чувствую какой-то месяц. Капец. Да, 22, 27, 29, ну офигеть, вообще какая разница. Walter died when I was 6. Ну я и говорю, да, это... I can't believe my mom never told me he was down here. Идите вы нафиг. I'm sure my mom was trying to protect me. Вам-то молодые люди сколько? Не за 30, конечно. Конечно, моя мама хотела меня уберечь. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Возможно, боялась, что я кончу как Уолтер. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Я не хочу повторять ее ошибки. Trying to bury something that's still alive. И пытаться похоронить то, что еще живет. Now that there's only one of us left. Сейчас, когда осталось так одна я, точнее мы вдвоем. I thought it was time I heard the story. Я думаю, что мне пора слушать эти истории. And found out what happened to everyone else. Понять, что случилось с каждым. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Я боюсь, что именно эти истории были проблемой. Maybe we believed so much in a family curse. Может, мы слишком поверили в семейное проклятие и сами сделали его правдой. А дальше куда? А, вон тропинка есть. Ну, я ничего не вижу. I don't know if I should even be writing this. Даже не ставила, не знаю, стоило ли мне все это записывать. Maybe it'd be better if all this just died with me. Может, поэтому лучше умереть вместе со мной? Давай. But I thought you should know about your family. Я подумала, что тебе следует знать о своей семье. And the history you're a part of. Ведь это тоже часть этих историй. Какая красотища. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Хотя, если честно, я расстроена не меньше, чем ты сейчас. Да я вообще не расстроена, что-то. Все нормально. I think the people in these stories believed them. Правдивы они или нет, но думаю, герои этих историй в них верили. С 17 сданом тоже будет нормально, так что не переживайте тоже.
А когда смотришь на дом, это сочетание воображения, вот так упрямства и безумия, наверное. Веришь во все что угодно. А, вот это лесенка. Ой, это качелька. Походу. Ой, что-то я уперлась. Видимо, смерть так долго так окружала нас, что мы к ней просто привыкли. Так, что за семья, если кладбище она закладывает раньше, чем начинает строительство дома? Так ты он объясни это Егорушке, он походу ничего не понимает. Так, мне стыдно. Что? The pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. На кладбище домашних питомцев мне стало еще неуютнее, чем на походу обычном кладбище. Three of the gerbils are mine. Two had been my fault. Среди хомячков 3 были мое имя. Вот давай пойдем отсюда быстрее. Sven built the house, but it was Edith who designed the Свен cemetery. строил дома, а вот кладбищем занимался Эдди. Барбара Фиш. Уолтер Фиш. Эдди Свен. Море. Эти прелесть какая. Молодой еще глупый. Нет. Ребеночек совсем. I'm sure Odin's monument had been Уверен, Edith's что idea. памятник My mom was always trying to Эдди. move on, but Мама всегда for Edith, the стремилась past never уехать, went но Эдди away. никогда не... Так, никогда не расстроилась. Не рассталась в прошлом. Все уже. She could see it poking out of the water at low Когда она tide. выглядела из-под воды при каждом отливе. Она выглядывала. А, выглядывала, там что-то выглядывает. Ёшкин кот. Edie said she dreamed about the old house every Я night. говорила, что старый дом снился ей каждую ночь. Ух ты. Как красиво. Внимательно все прочитайте слова Никиты. Это прям наладит вашу жизнь с девушками. Прям 100%. Если было проще так понять точку зрения Эдди. Но чем старше я становилась, тем яснее было, почему мама была другой. В смысле, ну такое, тебе это пригодится. Вникай, слушай, читай. Теперь у меня столько вопросов. Жаль, что я не могу задать их маме. Часть меня подозревает, что именно она хотела. Чтобы однажды я вернулась сюда и сама обо всем узнала. Никит,
ты это, базар фильтруй. Потому что что-то разошелся. Впрочем, оглядываясь назад, если бы она предупредила, что придется так часто карабкаться вверх, я никогда не решилась бы на это на 22-й неделе беременности. Я думаю, что за пузик у нас тут? А это мы беременны. Фига себе. Я никогда не видела дедушку Сэма. Но думаю, у него... А, так, у него и моей мамы было много общего. They were both pretty intense. Я не знаю, Никит, надо как-то это постараться. Слушай, снималась фотографии, но, по словам мамы, совершенно терялся, когда сам оказывался перед объективом. Думаю, все чего-то боялись. Можно Катя копота? Нет. Нет. Ой, какая кися. Блок настоящий. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Чтобы прятаться от смерти, Сэм, похоже, решил пойти ей навстречу. Блин, какая-то эта штукенция прикольная, я тоже такую хочу. Ух ты. Это рог или просто палочка? Dawn, I promise. Да, обещаю тебе не спокойные выходные. These memories are gonna last a lifetime. Perfect. Отлично. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Отлично снято. I'm gonna take some pictures, okay? Пойду пошукаю. Только осторожно, этот аппарат старше тебя. Не пить столько кофе. Эй! Эй! Сувенир на память. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Ты что, номер? I'm being serious. Дон, я же серьезно говорю. Я знаю, ты всегда серьезно. To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Правда, я был тут лет 20 назад. Last time I was with my brother Calvin. Последний раз с моим братом Калвином. That was a great trip. Чудесный был поход. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Дедушка Свен учил нас рыбачить. Все фотографии. We found an old logging trail with deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, Если помню где-то тропа, то мы бы точно оленя чего-то там.
me a minute to check the map. Дай минуту взглянуть на карту. Посмотрим. Или здесь. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? А что? Could have been. Возможно, вот она. Что я буду фотографировать? Good eyes, Don. А ты глазастая? Ну, только 10-й раз увидала. Не стреляй. Пап, я... Постой, помогу. Don, you don't have to do it. Бам. Great shot, Don. Вот это да. Типа селфи. I'm proud of you, Don. Я горжусь тобой. Always remember that, okay? Не забывай об этом, хорошо? Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. Папа, он шевелится, каждый он все еще. Это нормально. Просто смотри, не обращай. Нифига. Так, нас олень-то скинул. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Блин, осталось... Подожди, 3, 4, 5, 5 человек осталось, что ли? Ого. У меня дела отлично. Привет, как дела? Привет. Да все хорошо. After Sam died, my mom and Edie got really close. После смерти сама мама и Эдди сблизились. Dear Kay, do you remember the day когда думал, что он один? Это происходит что-то очень смешное. Смешное. I think he saw things the rest of us don't. Я думаю, он правда видел, что никто больше не видит. Попался и хватит. Теперь пора. Секунду, милый. Hello? Алло? Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw.
Кайф, сложно. Так. А кем был его мир? Lost in his imagination. Whatever it was he saw. Да, а нет. Нет, как-то по-другому называется вальс. Да блин, как нам скинуть этого кита? Нам нужно китайца скинуть или нет? Застрял в текстурах. Что тут написано? Блин, это ни хрена не просто. Почему сказать? Лягушка. Это звучит глупо. Тревожно то, что младенец чересчур. Я знаю, ты сделала все, что смогла. Как он мог рассказать нам? А, понятно. Я только сам не знаю. Я не помню, вроде бы цветочный вальс, но не точно. Не помню. Я уверен, он счастлив. Больше мы тоже были счастливы. Только что... А, ты была счастлива. Чего все? Жизнь, конечно.
нас вроде 4. Сохранение. Трудно представить маму, сочиняющую стихи. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Блин, ну что делать надо? My father made him come, of course, but Gus stood far apart. Офигеть, просто, ну, на небе, блин, громко. Хотя, конечно, пришлось на воздушной сторонке. Подальше от всех. Пускай воздушного змея и морщился. Я просила дать ему хотя бы маленький шанс поближе узнать, но он сказал, не нужна нам какая-то новая мать. Я поняла, я прочитала, давайте дальше. Когда пришла очередь так групповых фото, отец вновь позвал. Просто показал ему палец. Отлично. Стало свежее, поднялся ветер. Ну, даже считая гусей. Так, они все, короче, укрылись в шатре. Особо никто не паниковал, хотя кто-либо какой-то дракон. Thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to us was make the music louder. Над головой оглушительно гром гремел. Но все же велел сделать музыку громче. На радостях сам запел. Я хотел бы. Ого. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Я хотела Out there on the beach день думала, alone, just you, the wind, the sea and foam. Море, ветер, выяснилось. But I didn't. Until we found you. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, ну, там прям, да, вот все эти погибли. Он никогда не говорил мне, чё, блин. Это закрывает уже. My mom moved up to the loft after her После brothers смерти моих died. братьев мама прибралась.
At the time, it was as far away as she could get. В ту пору она просто не могла бежать еще дальше. На верхнюю полку что-то там. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, где познакомилась с моим отцом. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Понятно. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Неделю после окончания учебы. Lewis was born a year later. Родился Льюис. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. Думаю, когда мой папа умер, маме просто не было куда. I'm sure Edith was happy to have her back. Я видела, что Эдди была очень рада ее возвращению. The house had to get a little bigger, but Edith was used to that. Пришлось немного расширить, но к этому Эдди, короче, она относилась. And for a while, things were good. Какое-то время было хорошо, почти нормально. Блин, офигеть, как тут миленько. But it didn't last. Но это длилось недолго. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edith gave him a castle. Еще в конце стал 10-й день рождения, когда Эдди подарил ему замок. After Milton disappeared, the only thing he Единственное, left что behind осталось was от a room Милтона full of после paintings. исчезновения, была комната с его рисунками. Так, залезаем. Милтон. Ужас. Какой ужас. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Волшебные кисточки. Он нарисовал, короче, черную дверь. И ушел. Мне очень нравится. Ну, как сказать, игра, ну, это не совсем игра, кажется. Mom spent months searching for my brother. Он сказал, мой брат несколько месяцев, а потом запечатали двери. Блин, как ты так это... Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. На что мне наткнулся это? Как дверь прикрыть? В смысле, почему? Что пройти? Все. Mom definitely blamed Edith, but Он мне считал, I think Lewis blamed himself. Объяснила самого себя. Офигеть просто, ну. After he graduated, he just spent more and more time in his room просил все больше времени проводить until в Mom своей got him a комнате. job at the cannery.
Поняла, Кирюк советовал. Чего говорили? А, в смысле скучная? А не скучная, а очень интересная. Lewis's room smelled very Стал очень знакомый запах. И ты его сейчас продолжал жить. Марья Ивановна, Марья Ивановна. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... wander. Странствовать. I asked him to describe it. Вот я думаю, просьба пояснить, что это. He said he started small. Он сказал, что началось... что началось с мелочи. Imagining a labyrinth. Он нашел Feel his way about. Ты его знаешь. Then something moved. Потом появилось что-то. Bats. Что-то еще. Летучие мыши. And toads. Бежали. Things that have not names. Твари, которым даже названия не было. He knew it was all in his head. Не понял, что это только в его голове. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Мы были надежды, что со временем он найдет себя. But he found something more. Потому что нашел нечто большее. I worried about him then. Мы начали тревожиться. Daydreaming at the cannery. Эти грезы. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Мне казалось, что все прошло. I even encouraged him. Даже сред меня похвалу. It seemed very promising at first. Так, не могу делать все одновременно. Он скажет, что я принесу новый друг. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Он строил, короче, город медленно. Then he made musicians.
Придумал музыкантов. And songs for them to play. Сочинял для них песни. He talked about starting a band. Он сказал, что создал группу. And he was always humming something. Вечно что-то напевал себе под нос. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. На работе он вообще молчал. Где я заколебался, что эту рыбу пилить. Then one day it struck him. All the cheering crowds, однажды его вдруг осенило, что все эти ликующие люди were all in his imagination. Под ногами, все это его воображение. So he could do whatever he wished. Что он может делать все, что пожелает. He held an election for mayor. Он устроил выборы мэра. And he won. И победил. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Они умоляли его остаться, но его разум уже became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. Очередной город сразу же двигался дальше. New Louisville. Нью-Йорк. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Он стал удаляться дальше от нашей реальности. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Однажды он просто забыл. Even as his mother pleaded with him, с работы домой. part of Louis kept sailing on. Они пущали его мать вперед. In Louisburg, he heard rumors of a Louisburg. Прекрасная принцесса, прекрасный принц. Beautiful prince. Прекрасный принц. Красиво. А в смысле прекрасная принцесса? The prince was on his own quest for radiant rainbows. He followed the sound of his silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. уже все, в собственных глазах он был уже больше, чем король. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Это было настоящим потрясением. And then it struck him.
the real Lewis was not the one chopping sand, but the one climbing the steps of the Golden Palace. Поднимает по ступеням Золотого дворца. My imagination is as real as my body. Воображение не менее реальное, чем тело, говорило мне. It's hard to argue with him. С этим трудно было поспорить. Began to forget the world we know. Начал забывать обычный мир. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Неприятно было вспоминать настоящего конвейера. Офигеть, блин, сколько мы тут рыбина отстрогали. Он начал относиться к тому человеку. Собственно, происходит. Что делать? I still thought I could save him. Мне все же была надежда спасти его. Мне не скучно, что после того, как он сказал, что его так короновали, как правителя всех чудесных земель. The palace would be packed with his companions. В дворце были все его товарищи. Including the wise Calico who'd insisted on advising. Мудрый калиф, который настойчиво давал ему советы. His prince waited, holding his crown. Там ждал его принц с короной в руках. Пока медленно идет. Осталось только... Склонить голову. I think you know. Mrs. Finch, your son was a Остальное вы kind man знаете, who will мисс be missed Финч by all of us хорошим who knew человеком, him. по нему будут скучать все, кто его знали. Короче, походу он там забрел куда-то на работе и ему пушку отрубило. Понятно. My brother was really cool. I wish you could have met him. Он был замечательный, хотела бы я вас познакомить. Это что поменяло? Он был замечательный. On the way back from Lewis's funeral, мы возвращались с похорон, мама велела мне паковать чемоданы. She waited until the day before we left to tell Edie. Эдith она рассказала о нашем отъезде только накануне. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Сомневаюсь, что от этого стало проще. I wish we'd stayed. Мне не хотелось уезжать. My mom ended up leaving everything behind. В конце концов, мама так просто оставила все позади. What happened that night had been coming for a long time. Вечно случилось то, что к чему все шло уже давно. Maybe it should have come sooner. Наверное, должно было случиться раньше.
Так или иначе, пора с этим кончать. Осталось только рассказать тебе о последнем вечере. Последний день Эдди просто смотрела, как мы пакуем вещи. И не проронила ни слова. На наш последний вечер. Бабушка, помнишь, что я говорила про алкоголь? Секрет американскими. В коридоре лежит подарок для тебя. Не хочешь пойти глянуть? Взрослым нужно поругаться. Ладно, прости, ты права. Edith, you're excused. Эдди, пойди-ка погуляй. Как я скажу, что мне очень понравилось. Мне очень нравится и... Это, блин, ну не как игра, это как история. Вообще очень круто. В то утро отключили электричество. Мама заперла библиотеку, похоже, не думает. И что это может быть ключ? Маленький, ты осталось прям чуть-чуть. То, чего ты боишься, не закончится. Даже если ты, короче, уедешь. У Эдит есть право знать. Мои дети погибли из-за твоих историй. Думаю, нас Эдит лучше уехать сегодня. Я позвоню медсестре в пансионат, чтобы утром записали машину. Никто не стоит там сзади меня. Я одна здесь. Милая, я хотела, чтобы много историй тебе рассказать, но успею только одно. Она о том, что произошло в ту ночь, когда ты появилась на свет. В тот день был очень сильный ветер. Отлив. Был очень сильный отлив. Давай, Никит, пока, но ты остался в отдыха. Когда я впервые последний раз видела старый дом среди суши. Где-то посреди океана случилось землетрясение. Бляха-муха. Фиг ли вам тут скучно? Такая история интересная, офигеть просто. Если бы я не была после работы и не поспала все же, блин, там часа 4, я бы сидела просто с такими глазищами, просто бы, блин, прямо вот слюну пускала. Мне прям очень нравится. Ну не то, что... Блин, это как фильм, мне кажется, больше. Мне вот очень интересно. Ой, стало просто ужасное. Может, просто я тут, ну, как-то это очень рассказываю, потому что я очень устала после работы. Понимаешь, я видела каждый божий день своей жизни. Если не скучно, не смотрите, если мне нравятся такие игры. А никогда не подумала, что вернусь туда. Сгустился туман. Я сбилась с пути. Ходил кругами. Какое-то время я блуждала.
I started seeing things. Не виделось всякое. Хорошо, Никит. Things I'd forgotten had ever existed. Чё, где текст? Вещи, которых я давно забыла. But when I saw them, Но когда увидела их, они показались старыми друзьями. That night, a lot of things came back. Очень много вернулось ко мне. Or maybe I came back. Или я к этому вернулась. Things I can't explain, but that I need to try. Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! Ты же порвешь, отпусти. I kicked and screamed, but я вопила и брыкалась. Mom dragged me to the car. Мама тащила меня к машине и... I never saw great grandma Edith again. Когда больше не видела прабабушку Эдith. The next morning, the van came to pick her up. На следующее утро за ней приехала машина, но было уже поздно. After that, we moved around a lot. После этого мы много переезжали. Блин, тоже так обожаю We делать. both tried to make the best of it. Пытались с этим смириться. A few years went by. Прошло несколько лет. Что делать? Не понимаю. My mom didn't like to talk about it. Мама не любила об этом говорить. But she started getting sick a lot. Но она начала сильно болеть. The rest happened pretty quickly. Это произошло довольно быстро. She got better for a Поначалу ей while, стало лучше, and then she didn't. но потом уже нет. And then I was alone. А потом я осталась одна. The last Finch left alive. Последняя из Финчей. Until I found out about you. Я не узнала о тебе. I'm still not sure what to tell you about all Я просто не this. знаю, что сказать насчет всего этого. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Если мы жили вечно, то возможно. But as it Хотела is, время все I think понять. the best we can do Все is try to так open our есть, и я eyes думаю, лучше нам открыть глаза and appreciate how strange and brief all of this is. и порадоваться тому, какими странными. Окей. This journal was supposed to be for you, Я писала этот дневник для тебя. but now I hope you'll never see it. Сейчас надеюсь, что ты никогда не увидишь. I just want to meet you Я просто хочу увидеть с and тобой. tell you all these stories myself. Лично рассказать тебе все эти But I истории. guess if you're reading this now, Короче, мы — это ее ребенок. И сейчас мы, походу, рождаемся. Но раз ты это сейчас читаешь, things didn't work out that way. значит, все сложилось по-другому. Я больше уверена, что это ребенок. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that Прости, что I'm меня не будет рядом, gone. I я want you знаю. to be amazed that No, any of us конечно. ever had a chance to be here at all. Good luck. Edith Finch. А как мы умерли? И Пинокко, она умерла.
Ну, я поняла, что она умерла. Я не поняла, как. Какая разница? В смысле, какая разница? Мне интересно. Блин, вообще прям мне очень понравился. Так сказать, не игра, а фильм. Блин, очень круто. И очень интересно было. На самом деле. Не знаю, конечно, как вам там всем писали, что скучно. Нифига не скучно. Мне прям очень-очень-очень. Собачки. Просто что же конец? Ну, так зачем ты себя мучаешь? Иди спи. Что ты сидишь? Мне больше всего бесит люди, которые засыпают во время фильма. Вот идет фильм, пипец какой интересный. Как вот можно уснуть во время фильма? Я никогда не понимала. Вот какой бы я сон ни была, я всегда смотрю фильм. Ну и прям, если он такой интересный, если нет, я просто выключаю и хожу. Мне кажется, так же и здесь. Либо смотреть до конца, либо иди по своим делам. Это как-то неуважительно, особенно об этом писать. Надеюсь, адресат понял, что я имею в виду. Если фильм интересный, смотреть возможно, но я об этом говорю. Если он не интересный, то лучше себя не мучить и просто уйти. Ну, выключить. Я имею в виду. Мне про пипецку было интересно. Просто такая история, ну, очень такая интересненькая. Вот. Шкатулочка. Ребята, которые на стриме, отпишитесь, хоть вы вам понравилась данная история или нет. Не знаю, вот я когда в ходячих играю, меня так рубит. Здесь вообще нормально. Ну, прям очень классная. Повторить историю. Ой. Пойду я тоже досыпать, потому что после работы вообще чуть-чуть спала. Никто, короче, не хочет делиться своим мнением, понравился мне или нет. Если отвечаете, молчат. Ну да ладно. Скромняшечки вы какие-то. Я не гоню на них, я просто говорю, что я на них сплю. Меня прям рубит вообще пипец, когда я их прохожу. Ну, хоть и интересно, но меня рубит. Ну что, всем тогда пока. Увидимся, думаю, завтра. Я тебе сейчас устрою бунт. Хотите ведь закрыть? Да. Все, ребятки. Всем пока-пока. Увидимся завтра. Думаю, завтра буду играть. Все, всем пока.